Ну вот, наконец-то, Питер. И смотрите, здесь это улица набережной реки Смоленки. И вот так вот это выглядит, да. Здесь разделительная полоса. И многие едут, сейчас пятница вечер как раз, едут, короче говоря, пересекают эту полосу и как бы вторым рядом. Хотя здесь только один ряд на самом деле. И все поворачивают, видите, как бы получается с разделительной поворачивают направо. Это, ну, прям нарушение. Видите, одна полоса, и все они поворачивают. Ну, хотя бы этот проехал прямо, а этот поворачивает. И этот поворачивает тоже. И вот этот тоже поворачивает. И сейчас они все будут вклиниваться сюда, к нам. Видите как? Вот такой вот он. Питер нарушающий. Смотрите, едем по западному скоростному диаметру. И по обочине едет скорая помощь. Ни одного обочинника пока мы тут не видели. Но вот едет скорая помощь, и это очень круто. Сзади КамАЗ перекрыл дорогу обочиннику, видимо, какому-то, который пристраивался за скорой. Ну, скорую сними вперед, что-то зад снимать. Который пристраивался за скорой. И все, сейчас едут дальше. Больше обочинников мы вот на конкретном западном скоростном диаметре не видели. Через 4 километра у нас будет КАТ. Может быть, там будут обочинники. Пока их нет. Первый обочинник у нас. Подними руку выше. Естественно, мы его не пустим. И он тут же уехал. Ну, молодец, что могу сказать. Ну, вот, наконец-то дошло время снять немножко обочинников в Питере, если они будут. И сейчас посмотрим. Мы поедем по... Так, опять обочинник там. Ну-ка, снимай. Да, какой резкий парень. Вообще. С чеченскими номерами. Это что за позорище такое? Дай-ка мне. Смотрите, какой позорник едет. Руслан, тебе понравится. Твой соплеменник. И как в наглую прет. Позорище. Думает, что если он с чеченскими номерами, то он все, крутой. Может все себе позволить. Но нет, дружочек. Такое вот культурное питерское вождение, за исключением отдельных индивидуумов. Но в целом все нормально. Мне не попадались, по крайней мере, бедрилы. Ну а теперь мы переносимся на МКАД. МКАД, вечер, среда. Смотрите сами. Смотрите. Зачем ты едешь по обочине? Здравствуй. Ну как вот? Очень хорошо. Держи, снимай. Итак, друзья, мы едем по МКАДу сегодня. Я тебя замажу, так и быть. Вот, мы едем по МКАДу, и видите, тут небольшая пробка образовалась, и уже сразу бедрилки залезли на обочину и едут по ней. Вот сейчас они пытаются тут везде объехать, не понимают, почему так, что происходит. А потому что, ребят, нечего, просто сними вперед. Видите, бедрила поехал сразу по обочине. Вот, как только образовалась возможность. Сзади бедрилы тоже едут. Будем держать их, потому что не хрен ездить по обочине.
Вот такие вот у нас сегодня дела. Хрен его знает. Очень чуваку надо проехать. Ну, не моргает, да. Не моргает. Это хорошо, что не моргает. Молодец. Сзади у нас подъехала Kia. Держит расстояние. Молодец. Видите, чувак тоже решил стать блогером и тоже снимает меня. Ну, я вообще не против, ради бога. Пускай снимает, выкладывает. Как говорится, лишняя реклама нам не помешает. Вот такие вот у нас пироги сегодня, ребятульчики. Раз, два, три, четыре, пять. Когда обочечники не лезут, то ехать приятно, ехать чуть-чуть быстрее, и это здорово, видите. Только один обочечник уехал, сразу же возникает второй обочечник, который уверен, что ему-то повезет. Ему-то повезет, но ему, конечно же, не повезет. И он тоже все понял, встраивается, и сзади Mercedes встраивается. И у нас теперь Audi на очереди. Да? Ну что, пойдут, не пойдут, полезут, не полезут. Да, решил испытать судьбу. Решил испытать судьбу. На что он рассчитывает, что произойдет. Но там впереди, конечно, есть, покажи впереди, там впереди есть, ну, как бы, сходятся полосы, и отбойника нет, поэтому я не смогу, конечно, его удержать, он полезет. Но, как бы, и бог с ним, показывай назад. Пусть лезет, как бы я свое дело сделал. Вот обочинники едут и не понимают, что обглядываются, смотрят, что такое, почему кто-то держит обочину, зачем, ведь по обочине так классно ездить. Нет, ребята, не классно ездить по обочине, вообще по обочине ездить нельзя. По обочине ездить нельзя, по обочине ездят только кто? Бидрилы, вне зависимости от того, на какой они машине. Итак, вот смотрите, сейчас пойдет вот это расширение, покажи расширение. И бидрилы поедут. Показывай, как они сейчас поедут. Мы встраиваемся в полосу. Благодарим Kia. Благодарим Kia за то, что он нам помогал. Видите, бидрила сразу же поехал. Тут как бы, ну, все понятно. И улыбался. И сними сзади. Вот они тоже, видите, они ехали все по обочине, а сейчас они встраиваются в ряд. Ну, это очень даже хорошо. Я считаю, что это классно. Но не все такие хорошие. Вот видите, таксист раз и поехал. И сейчас он будет встраиваться вот сюда, в полосу. Зачем? Надо было это делать. Снимай рожи вот этих мудаков. Видите, он встраивается. Да, и какой-нибудь подбедрильник его обязательно пропускает. Конечно, вот он на Мерседесе, на компрессоре. Давай, да, всех запусти. Вот эту рожу сними. Вот эта рожа едет по обочине, довольная. У компрессора вообще просто пипец. Вот, снимай между нами. Едь.
Вот из-за таких ребят бедрил, подбедрильников, вот этих вот людей, которые пропускают обочечников, мы с вами живем в говне. К сожалению, это так. Сегодня мы на МКАДе, немножко держим обочину, как бы не то, чтобы мы специально сюда поехали, просто едем по делам и, собственно говоря, так получилось, что мы держим обочину. И мы поедем сейчас дальше, я там еще думаю будет пробка, и она большая такая, смотрите. И будем держать сколько сможем, сколько не сможем, не будем держать, вот так. Продолжаем ехать по МКАДу. Бедрилы тут пытаются прорваться по обочине. Один бибикает, что-то там сигналит непонятно. Вот, ну, мы не понимаем, что они хотят. Вот, сейчас тут будет съезд на заправку, и они наверняка поедут типа по заправке. Ну, посмотрим. Ну, точнее, на заправку. Но это далеко не факт. Это далеко не факт, поэтому... Прорвутся, прорвутся, не прорвутся, значит не прорвутся. Это не наша проблема. Вот, видите, этот пошел Dodge, типа на заправку, но я уверен на 100%, что он сейчас ее объедет и проедет там, как и этот точно. Пошел! Вот, сказал я этому чуваку. А он мне сказал, что я не хороший человек. А разве я не хороший человек? Я хороший человек. Вот. Едем дальше. К сожалению, вот сзади едет грузовик, он меня не очень не поддерживает, скажем так. Вот. Опять бедрилки. Снимай, что ты. Вот, естественно, мы их опять прижмем. Не будем их пропускать, потому что ибо нечего. Очень большие пробки на МКАДе сегодня вечером. Ну, оно и понятно. Час пик. Ничего не поделаешь. Хорошо, что на МКАДе есть отбойник, он помогает сдерживать обочину, обочечников, и они тут не прорываются. Это замечательно, я считаю. Кто там едет? Сзади едет у нас полиция. Сзади у нас едет полиция, ДПС, согнала всех обочечников, это очень хорошо. Это очень хорошо. И тут же появились следующие обочечники, которые несутся и упираются опять в нас. Извините, ничего не могу с этим поделать, ребят. Вот, тут есть какой-то съезд на кардиологический центр, но маловероятно, что кто-то из них едет именно туда.
Поэтому они едут за нами. Тихо, спокойно. Никто не выделывается пока. И сейчас они, смотрите, наверное, попрут. Давай. Попрешь? Спасибо, говорю я парню на красивой машине, который, кстати, тоже ехал по обочине. А этот лупень не понял. Снимай зад. Вот. Видите, там всякие машины едут, какие хочешь по обочине. И какие-то газели, и такие, и сякие. В общем, все, кому не лень, прутся. Прутся все, кому не лень. Но нам не лень держать обочину. К тому же мы все равно едем по дороге. Да, вот он сигналит, наверное, хочет сказать, что ему очень надо там куда-то проскочить направо-налево. Но когда нас это убеждало в чем-то? Никогда. Поэтому мы едем, как мы едем, со скоростью потока, держим обочинку. Надеюсь, они потом посмотрят этот ролик и поймут, что обижаться не стоит, что надо быть, как все нормальные люди, как все простые водители, уважать других водителей, как бы. Да, вот, пожалуйста, сними, вот, чувак, на Infiniti, да, дорогая машина довольно-таки, ну, едет со всеми, вот, в левых рядах тоже машины дорогие довольно-таки едут, и ничего, никто не пытается, не рыпается никуда, а этим вот прям надо, не быть, не жить. Вот, там сзади еще эвакуатор, газель, пытается проехать побыстрее. Вот. Ну, конечно, мы сейчас поддержим. Тут Рублевское шоссе, будет съезд. Там уже держать не сможем, но там впереди камера будет. Вот. Пускай они едут в камеру. Смотрите, кстати, обратите внимание, сними вперед, как мы едем. То есть мы реально едем. Обочечников нет. И ряд, по крайней мере, вот этот правый, спокойно едет и хорошо едет, прямо скажем. Поэтому все, что мы делаем, все не зря, ребята. И поэтому, когда вы едете по МКАДу или по любому другому, по любой другой дороге, где есть обочинники, снимаешь очень много задней части машины. Надо снимать туда подальше, вот так. Когда вы едете по любой другой дороге, всегда держите обочину, потому что обочинники это зло, ребята. Обочиники, они приносят только страдания, неудобства, разбитые стекла. Ну, в данном случае, конечно, тут асфальт, по обочине ничего не скажешь, но когда вдруг вам необходимо будет свернуть на обочину срочно, потому что у вас, не дай бог, там пробило колесо или стало кому-нибудь плохо, или еще что-нибудь, вы начнете выезжать, а тут несется обочинник, и будет бабах. Ну и зачем это нужно? Нет, это не нужно. Поэтому держите обочину. Если кому-то прям очень надо, вот мне пишут, что там рожает и так далее, и так далее. Вот человек может всегда выйти, подойти, объяснить ситуацию, и я его пропущу вообще без разговоров, без всяких. Сколько детей родилось на обочине? Да, сколько детей родилось на обочине. Дети обочины, так называемые. Вот, знаменитый список, который никто не видел пока. Вот, но зато обдристанные ляжки бедрил, которые торопятся по обочине на горшок, конечно, мы все видим и знаем. Вот, ну, мы видим, там уже идет сужение, ну не сужение, а точнее наоборот расширение, поворот на Рублевское шоссе впереди, и нам скоро надо будет съезжать. Но крови мы, конечно, немножко сгустили бедрилом. Вот видите, выехал, не вынесла душа поэта. Наверняка он сейчас объяснит. И второй тоже. Вот видите, стадо баранов. Вот реально стадо баранов. Как только один проезжает, тут же целое вот. Но они ушли направо. Один ушел, а второй поехал прямо, ребят. Вот это
как бы, да, вот видите, он едет, что-то хочет мне сказать. Что ты задал? Вот объясни мне. Вот что ты задал? Дай мне камеру. Смотрите, какой едет. ЕКХ. Ой, ЕКХ, ребята. Ну, дружище, ты красавчик попался. ЕКХ, кто не знает, ну, хотя регион, конечно, 177-й, это вряд ли о чем-то говорит, но тем не менее. Чувачок, ну, дурак и дурак, как бы я тут спорить даже с ним не буду. Вот, Газель, этот, жалко, что это, хотя, может быть, это и ЕКХ, именно, смотрите, он когда делает Он сейчас. никуда не торопится. Да, это хорошо. торопился, чуть не, наверное, обосрался просто уже, и поэтому он сейчас, в принципе, едет, немножко замедляет даже поток, ну, ради бога, я не против, я-то не тороплюсь. Так, ну вот здесь идет разгонная полоса, мы уходим влево, Тут же бедрилки прорываются и едут. Кто из них повернет? Да, посмотри, кто из них повернет? Ни один из них не повернул, кроме чувака, который помогал с надписью «Майор». И вот смотрите, эти встраиваются, тут бедрилы и бедрилы. Спасибо тебе, чувак, с надписью «Майор» на машине. Ты реально помогал, держал обочину. А вот ДПС стоят и хрена не клали. Посмотрите, какие уроды. Эти ДПСники, они стоят и ни хрена не делают, хотя обочинники едут. Вообще, ну вот ДПС, ну вам самим не стрёмно, блин, вас все поносят о том, что вы мудаки, о том, что вы ни хрена не делаете, не работаете. Ну почему вам самим это не стрёмно разве? Вот, все уходят с обочины. Вот этот непонятный табурет тоже ехал по обочине. Можно позвонить. Да, он продает, кстати, свое корыто, если кому надо. Вот. Ну, это говно лучше не брать, потому что на нем ездил мудак. То есть, да, тут очевидно, что будут проблемы с машиной. Вот. И вот он опять сейчас поворачивает и поедет наверняка куда-нибудь по обочине. Ну, ладно, пусть едет. Вот этот Бэха тоже ехала по обочине девушка. Зад снимаю, назад лучше. Ой, смотрите, какой палец показывает что-то зачем-то. Ну, это тоже, и там сзади стоял, заехал на заправку. Вот видите, пока сделал маникюр, видимо, показывает пальчик. И вот, не знаю, говорит о том, что смотри, какой у меня палец, ребята. Вот такой у меня палец. А кому интересен твой палец? Да никому. Всем глубоко безразлично размер твоего пальца. Какой? 46. Ну он какой-то это такой. Налоги не платит, что-то. Ну, такой, понты ни о чем. Ну, ради бога. Вот. И все те, кто ехал по обочине, они сразу выехали на обочину. Кто из них повернет? Давайте смотреть. И никто из них не повернул. Вот это да, ребята. Никто из них не повернул. Ну, потому что им не надо, они просто хотят ехать по обочине, вот и все. Вот. То, что они прорвались, да, они прорвались. А знаете, почему они прорвались? Потому что я один держу. А если бы еще кто-нибудь присоединился, было бы круто. И, к сожалению, не помогают дальнобойщики. Вот они едут в ряду, да, сзади, и не помогают. А их помощь была бы вообще бесценна просто-напросто. Но, к сожалению, видите, они, может быть... Мне говорили в одном знаменитом паблике городском округе Подольск, что некоторые дальнобойщики тоже есть паблики. Так о чем мне говорить об этом в пабликах, если я это лично видел? Как фуры не просто ехали, они неслись по обочине, причем объезжая пробку 4 машины в ряд. Это просто была жесть. Вот. Белорусский партизан решил остановиться, не едет дальше, и за ним весь ряд тоже тормозит. Вот. А почему я их здесь не пускаю? А потому что они сейчас здесь такие проедут, а потом начнут встраиваться сюда и тормозить весь наш ряд. Ну, зачем мне это надо? Нет, мне это не надо, извините. Вот, теперь давай, едь куда хочешь. А ДПСники, конечно, позорники вообще просто стоят, спрятались там с мигалочками. Да встаньте вы хотя бы здесь, около обочины, с мигалками, и у вас, и люди уже не будут ехать по обочине.
мы проедем спокойно. Но нет, им это не надо. Им главное, чтобы их не трогали, поменьше работы и возить всякие, сопровождать всякие кареты со всякими там чиновниками. Я его пропускаю. Я ему достаточно места оставил. И почему-то он не едет только. Да, вот поблагодарил. Едем дальше. Здесь я не думаю, что будут какие-то обочинники вырываться. Хотя, знаете, любые 10 метров дороги для них это пипец как важно. И надо проехать их по обочине. Смотри, чтобы это пальцы, руки не распускали. Повернет? Нет. Она будет встраиваться. И какой-нибудь подбедрильник ее обязательно пропустит. Конечно, вот он едет на Toyota Crown подбедрильник и ее запускает. Вот нахрена? Вот, ну как можно так себя не уважать? Я вообще не понимаю, ребята. Это жесть. Вот как можно любить наших людей вот после вот этого вот? Ну вот опять едет. Раз, мы его... И он все, встал. Какой-то там боксер непонятный. Да, мне не надо, чтобы он тут мне тут устраивался. Поэтому мы едем, как едем. Снимай, снимай. Вперед сними. Так, опять появилась обочина. И давайте посмотрим. И уже появился первый обочинник, и мы его перекрываем. Здесь поворачивать некуда. Сними прямо. Здесь проезд только прямо. Поворачивать нельзя. Поэтому ему просто тупо некуда даже будет свернуть. Его объяснение то, что он хочет повернуть налево, направо, там еще куда-то. Нет, ребята, никуда он не сможет повернуть. Вот. Поэтому... Ну, вот он строился назад. Я надеюсь, что он сейчас не будет больше предпринимать таких попыток. И поедет нормально. Я в это верю. Я верю в людей. Хотя и не до конца. Скажем так. Есть у меня, скажем так, какие-то сомнения. Но почему бы... Давайте дадим человеку шанс. Может быть, все будет хорошо. Видите, поток немножко притормаживает, да? Там впереди какой-то ДТП или что. И тут же появляется обочинник. Вот тут же прямо. Это просто пипец. Постоять лишние там 2 минуты, для них это прям катастрофа какая-то. И они тут же уходят на обочину. Вот зачем? Тем самым создают еще больше пробку. Что движет этими людьми? Я не могу понять. Вот обочинник, если вы смотрите, автобус едет по обочине, автобус, ребята, как? Ну вот как? Он что думает, что для него это выделенная какая-то полоса? Нет, это обочина, это обочина. Ну хватило ума съехать с обочины, ладно. Ой, ребятки, ребятулечки, но, естественно, есть очередной бедрило. Вот он едет уже прямо по обочине, поэтому мы его, естественно, оттормаживаем. Ну, негоже ехать по обочине. Шкода, Гриша, как так, допустил. Шкодовод едет по обочине. Видите, стоит нам выехать, здравые люди понимают, что не надо этого делать, и въезжают в ряд. Все, отлично. Смотрим дальше. Появится ли еще какой-нибудь претендент? Я прямо уверен, что обязательно появится. Впереди мы видим, камера стоит, да? Поэтому все, кто хочет проехать сейчас по обочине под камеру, пожалуйста, ребятулечки, стартуйте. Покажи, что никто не едет по обочине. Или кто-то едет. Нет, что-то под камеру желающих проехать по обочине нет. Странно.
Они же все готовы оплатить штраф, все очень торопятся, все спешат и все такое прочее. Но как только видят камеру, тут же, извините, это не про меня. Едем дальше, посмотрим. Кстати, друзья, не забывайте, что ваши донаты помогают в том числе оплатить штрафы. Да, вот он все-таки не выдержал. Оплатить штрафы, которые я получаю и ребята получают, когда мы держим обочину и нам приходят штрафы с этих камер. Это ваша поддержка очень важна, ваша помощь очень нужна, ребята. Не надо думать, что мы все какие-то там миллионеры, зарабатываем какие-то нереальные миллионы на ютубе. Нет, этого нет. Вот, поэтому любые ваши 100 рублей, они очень хорошо помогают. И они, самое главное, что они помогают осознавать, что нам, не только нам нужно то, что мы делаем, что и вам тоже это нужно. И стулы. Снимай прямо снимай. Смотрите, видите, вот этот чуть туляк, да, прорвался и, естественно, он поехал прямо по обочине, никуда он не повернул. Как и второй обочечник точно так же сделал. И таких сейчас тут будет, смотрите, целая куча. Кто из них повернет налево, направо, просто единицы. Но я буду рад ошибиться. Вот интересно, автобус. Сними автобус зад быстро. Автобус, куда он поедет? Как он себя поведет? С детьми. Автобус, перевозящий детей, едет по обочине. Охренеть, ребята. С005РТ 177 РУС. Я просто... У меня нет слов. У меня просто нет слов. Такого чувака надо просто лишать, я не знаю, лицензии, прав и всего остального. Потому что это просто вообще просто, ну как? Представляете, ваши дети поедут в таком автобусе, и такой вот водила, спешащий вечно, просто их повезет. По обочине, по ухабам, там, перевернется куда-нибудь. Ну а что такого? Ему же надо чуть-чуть побыстрее. Пипец. Господи, впереди затор, но нет. Этот отчаянный парень решил прорваться по обочине на Мазде. Ну вот, что в голове у человека? Есть там что-то или нет? Пропуск у него есть на первом сиденье с флагом. Пропуск с флагом, это да, это важно. Смотрите, впереди, да, вы видите, там съезжаются полосы. Но нет, этому чуваку надо быстрее, просто вообще нереально быстрее. На целых там 3 секунды каких-то ему надо прорваться побыстрее. Ну, дебил и дебил, что я могу сказать. Еще один крендель меня тут поджимает слева. Ну, может и не крендель, может он меня пропустит, когда мне надо будет встроиться. Но я сильно сомневаюсь. Потому что он... у него ленточка висит, он такой же бедрило. Все понятно. Обочечник, два каких-то рыла сидят там непонятных. Вот. Хотите, я вам покажу, да? Эти-то понятно сейчас будут прорываться. Вот смотрите, какие рыла сидят. Два. Ленточками обвешались и сидят. Все у них хорошо. Тоже ехали по обочине. Да, скоро. А это откуда ехал? С обочины? Сними ее. Сними ее и сейчас еще сниму. Этот Мерседес ехал по обочине и сейчас, видите, встраивается. Снимай тот Мерседес. Сейчас, видите, встраивается, поэтому мы его не пропустили, а мы пропустили вот этот Hyundai, который ехал с прилегающей территории. Сзади опять мигалочки какие-то у нас.
Скорая помощь. Сейчас за ней поеду. Да, сейчас за скорой помощью понесутся бедрилы. Понесутся бедрилы. Но скорую помощь мы обязательно пропускаем. Берем максимально влево, чтобы скорая помощь могла проехать. Удивительно, но ни одного прилипалы пока. Опять появилась обочина. И давайте смотреть, кто же рванет по обочине. Ну, конечно же, есть Toyota. Вот она поехала. И сразу снимая обочину, как он едет по обочине. Вот так, 142 регион. Еще какой-то чувак. Но он не по обочине поехал, он прямо. А вот этого мы уже притормозим. Снимай зад. Вот, отрастил бороду. Сосет какую-то там эту свою штуку. Интересно, это что они показывают? Что они там Вот так показывают? Не знаю, что они там показывают. Фонарики? Фонарики, наверное, да. Ребята любят творчество. Так, здесь идет у нас сращивание. И хлоп, он такой едет. И сейчас будет встраиваться, и его никто не пропустил. А вот он на что рассчитывал? Что сейчас он такой проедет и встроится спокойно? Ну ведь нет ведь. Наверное, что-то хочет сказать нам еще. Давайте посмотрим. Нет, ничего не хочет сказать. Он показывает, что у него голова болит. Ну, слушайте. А, это вот что было? Ну, проблема с головой, видимо, идет. Но я не силен просто в этом. А вот смотрите, опять обочина, и обочинники поехали. Или это полоса? Не пойму. Нет, не полоса, это обочина. Широкая такая? Да, широкая, но видишь, на крайней, ну, где бордюр, там нет полосы. Значит, что обочина вот здесь. А там это не полоса дополнительная. Это полоса, которая... вот смотрите, видите, они все встраиваются. Они все... И это тоже автобус, что ли, едет? Или это тот же самый автобус? Снимай-ка его рожу. Это тот же самый автобус. Прекрасно. И сейчас он будет встраиваться, и мы его, естественно, не пропустим. Рожу сними его, прямо рожу. Этот чувак, видимо, не очень хочет так работать. Он как-то прям это. Видите, я же говорю, что это обочина. И обочина здесь, она сделана и ровно для того, чтобы не было вот здесь затора. Но эти все бедрилы, им нравится ездить чуть-чуть побыстрее, и поэтому они вот так вот делают. Вот какой-то очередной блогер появился у нас, да? А, ты его не пропустил? А, да? это я его Только не по пускал, да? Елки-палки, обиделся парень, что ли? Ё-моё. И что теперь делать? Как вот быть? Ребят, все, меня засняли. Я заснял. И все, сейчас меня кирдык. Просто кирдык. Но ничего страшного. Пока у меня есть ваша поддержка, мне ничего не страшно. Автобус опять прорывается влево для того, чтобы ехать по обочине. Ну, это просто какой-то отмороженный просто водитель автобуса. Я не понимаю, зачем он так делает. Вот видите, идет полоса левая, да? Самая крайняя правая, точнее, полоса идет. И она идет на сужение. Вот она идет на сужение, вот сама полоса вместе с отбойником, или там будет обочина. Сейчас мы узнаем. Чей телефон не пускает? Да, по-моему, просто сужение идет. Отбойник остается там. Но смотрите, они не едут по обочине. Да, они объехали по вот этой разгонной полосе, но по обочине они не едут. Это хорошо. Все, кроме вот этого.
все, кроме вот этого. Ну он просто решил встроиться чуть попозже. Так, снимай назад. Кончается разгонная полоса, и бедрилы приближаются к заветной этой линии. Зря ты правильно парней сказал. Вот Все-таки едут, да, по обочине. Но он, смотри, но он же едет, он не обгоняет по обочине или обгоняет? Я не вижу просто-напросто. Перестроил. Видите, он просто решил показать, что нет, он тоже против бедрил. Все, молодец. Ох. Знаешь почему? Там впереди машина на аварийке стоит. Ну-ка, снимай назад. Снимай назад. Вот. И несмотря на то, что впереди стоит машина на аварийке, все равно обочинники пытаются пролезть, хотя пробка уже заканчивается. Пробка уже заканчивается, и красный красивый автомобиль BMW приближается к нам. Но нам даже нет смысла держать обочину, потому что здесь чувак стоит на Audi и держит обочину профессионально, да, прям отдается полностью этому процессу, вот, чего нам иногда не хватает, к сожалению. Я надеюсь, что пробка уже закончилась, и больше ее не будет, и обочинников больше не будет. Хочется в это верить. И мы уже спокойно доедем до туда, докуда мы едем. Вообще, конечно, МКАД, да, это кладезь обочинников. Так, ну вот здесь еще у нас немножко есть обочины и немножко есть пробки. Давайте посмотрим, насколько обочинники будут или не будут. Ну, я надеюсь, что не будут. Нет, все равно один там едет какой-то, ну вообще отмороженный просто чувак. И снова невольный помощник, поснимай назад, держит обочину, и чувак ехал по обочине, встроился, но я думаю, что он и сейчас опять стартанет по обочине. Давайте посмотрим. Встраивается? Нет, пока не встраивается никто. Хорошо. Видите как? Въезд на М11, да? Тут нельзя ехать. Тут нельзя ехать вот так вот. Всем приходится стоять, но есть умники, которые объезжают по островку безопасности. Мало того, что это небезопасно, так это еще и запрещено по правилам дорожного движения. Все должны проехать вот так. И никак иначе. Видите, съезд на Долгопрудный. Все вообще, 4 ряда какие-то едут, просто нереальные. Все заезжают вот в эти 2 ряда. Из-за этого пробки огромные, просто жесть. Так, друзья, спасибо всем, кто досмотрел это видео. Спасибо большое, огромное всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, все, кто помогает донатами. Огромное мое человеческое спасибо спонсорам, которые поддерживают. Ваша поддержка очень важна. И, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.